It's also important to realize with Heidegger Очень важно осознавать в том, что касается Хайдеггера, that whenever he refers to the I, the self, что он никогда не обращается к «я», к самому he is not referring to some individualized, isolated I, Он никогда не обращается к индивидуальному, изолированному «я», but the I as an expression of the wholeness of being. но к «я», который является выражением целостности бытия. The Heideggerian I does not seek to designate a specific and singular entity. То, о чем говорит Хайдеггер, никогда не является какой-то сущностью, специфической, какой-то отдельной. It is to be distinguished from any notion of first-person singularity. И все, о чем говорит Хайдеггер, нужно отделять от всякой возможности говорить от единства, от первого лица, от «я». Or with ideas of Cartesian subjectivity. Это нельзя смешивать с идеями картезианской субъективности. Or with notions of mineness. Или с какими-то понятиями, которые касаются вот этой притяжательности, «моё». Heidegger insists upon two critical observations. Хайдеггер настаивает на двух таких важных, критически важных наблюдениях. The first is this. Первое это такое. Each part of being, Всякая часть бытия, which takes the form of a particular phenomenon, которая принимает форму определенного феномена, is never isolated from being taken as a whole. никогда не изолирована от бытия, взятого в целом. And the second contention, И вторая цитата маленькая. each part of being Всякая часть бытия is itself a reflection сама по of that whole себе being. является выражением, отражением рефлексии целого бытия. Through these statements, Heidegger is reminding us Этими высказываниями Хайдеггер напоминает нам, that the atomistic self cannot exist что вот такая атомарная, атомистическая самость не может существовать without world and others. без мира и других. He argues that this clarification requires a new way of thinking. Он заявляет, что вот эти его прояснения требуют нового способа бытия. Which he identifies as existential thinking. И он идентифицирует, определяет это мышление как экзистенциальное мышление. Now, what are the implications of all this Каковы for existential therapy? каковы импликации такого взгляда для экзистенциальной терапии? One of the most famous books dealing with art Одна из наиболее знаменитых книг, которая was касается искусства, written by an art theorist called Ernst Gombrich написана теоретиком искусства Эрнстом Гамбриджем and entitled The Story of Art. и называется она «Истории» или «Рассказы об искусстве». It begins with the following sentence. Она начинается следующим предложением. There is really no such thing as art. На самом деле нет такой вещи, как искусство. There are only artists. Есть только художник. Let's consider the impact of this declaration. Давайте посмотрим, на что могут повлиять From our own concerns. с нашими собственными проблемами. There is really no such thing as existential therapy. Действительно нет такой вещи, как экзистенциальная терапия. There are only existential therapists. Есть только экзистенциальный терапевт. This reorienting of our assumptions Это как-то переориентирует наши исходные убеждения. Forces us into all kinds of potentially interesting questions.
И, в общем, подталкивает нас к целому ряду довольно интересных вопросов. Perhaps central among these is, if all there are existential therapists, Ну и, наверное, наиболее интересный из них, являются ли все те, которые экзистенциальные терапевты. what is it that might connect us as existential therapists? И если что может нас соединять, да, как экзистенциальных терапевтов? My own personal short answer to this И мой собственный короткий ответ на этот вопрос is that the third grand theory might be our point of connection. Я бы сказал, что вот эта вот третья великая теория может быть той точкой, в которой мы можем соединиться. I personally think that this third grand theory most closely calibrates Я думаю, что эта третья великая теория наиболее близко совпадает, да, with the foundational ideas of our philosophers. с такими фундаментальными идеями наших философов. But more importantly, perhaps, Но, наверное, более важно, it brings to existential therapy or therapists она приводит к экзистенциальной терапии или терапевтам. the ability to challenge dominant ideas Она within therapy. дает им способность бросать вызов Ideas. себе как терапевтам. Ideas about how therapy works, Идеи вроде того, как терапия работает. ideas regarding the conventional wisdom of intervention, change orientation, И идеи, которые требуют какого-то согласия или взаимопонимания с идеями интервенций, directive manipulation of self-defeating stances, какого-то прямого манипулирования понятиями самоопределения. ideas regarding therapy as education, Идеи, которые касаются терапии как образования. indeed ideas of the very ethics of psychotherapy. И идеи самой этики за психотерапией. If you take this last point around ethics, Если вы примете вот эту последнюю точку, касающуюся этики, most therapists' ethical assumptions are determined by either the first or the second grand theory. Большинство этических установок, каких-то предрасположений психотерапии, они определяются двумя первыми великими теориями. What kind of ethics might the third grand theory И offer какого us? рода этика может быть основана на вот этой третьей великой теории? Можно задавать вопросы? No. Is it possible to ask questions? Hang on a second. Let me finish it. Похоже, что еще нет. Existential therapists investigate. И экзистенциальные терапевты занимаются исследованиями. They investigate descriptively Они исследуют дескриптивно, who is there кто здесь есть, in the way that he or she is there, тем способом, которым он или она здесь есть, when he or she is there. и когда, в тот момент, да, когда он или она здесь есть. This is what we do, Это то, что мы делаем, or more honestly and accurately, what we attempt to do. или если быть более точными и честными, то, что мы пытаемся делать. But foundational to this Но фундаментом, основой для этого stands the phenomenological turn, феноменал. the То есть
switch, на основании феноменологического поворота, that insists upon the investigator being central to that investigation, который, вот этот феноменологический поворот, это то, что побуждает исследователя главным и центральным в своем исследовании, not as dominant observer, быть не доминирующим наблюдателем, but as part and parcel of the investigation. но быть частью вот этого исследования. This element of relatedness Это элемент взаимосвязанности, is alien to most forms of inquiry и он, in the в West. общем, как-то он чужд большинству всякого рода там, тестов и опросников. Though recently there is some intriguing research on what has been called the socially extended mind. И не так давно в исследовании того, что было названо social extended mind, разум, который как бы социально распространенный разум. Which once again holds close resonance with И relatedness. вот этот вот социально распространенный разум, ну, как-то резонирует вот с такой точкой зрения, которая в третьей теории. But let me just give you one brief, relevant example of what this third theory might offer us. И я приведу вам небольшой пример, который как-то связан с тем, что нам предлагает эта третья теория. Through this third theory, we can develop a radically different perspective on so-called pathologies. Благодаря или с помощью вот этой третьей теории мы можем разработать совсем другой подход к тому, что мы обычно называем патологией. Pathologies such as autism and schizophrenia. Такого рода патологиям, как аутизм или шизофрения. Through this third theory, Через вот эту третью теорию such pathologies can be viewed as profound disturbances in acknowledging and maintaining relatedness. Такого рода патологии могут рассматриваться как очень глубокие нарушения, связанные со взаимосвязанностью. This has been argued recently by the existential practitioner Thomas Fuchs. Это не так давно было показано таким экзистенциальным практиком, как Томас Фукс. He has argued that autistic and schizophrenic patients Он показывает, что аутичные и шизофренические пациенты suffer from a basic disturbance in being with others. они страдают от такого базового нарушения бытия с другими. And they try to compensate this disturbance И они пытаются компенсировать это нарушение by explicit inferences and assumptions about others. какими-то внутренним неразумными представлениями о других. Taking such a stance widens the dimensions of our concerns. Если мы расширим это на все измерения тех беспокойств, с которыми мы работаем, It extends our interest beyond the consulting room. То тогда наш интерес выйдет за пределы комнаты для консультаций. And into the far wider arena of the world in general. И в общем, гораздо дальше в мир в целом. It immerses us in questions of personal, interpersonal, social, political, sexual, spiritual and cultural dimensions. И будет касаться того, в чем мы находимся, многих наших
культурных, социальных, личностных, сексуальных, каких-то еще измерений, политических. If we adopt this position of relatedness, Если мы примем вот эту позицию взаимосвязанности, all individual acts are become infused and influenced то все индивидуумы в своих действиях оказываются под воздействием by their a priori grounding of relatedness. Вот этой априорной базовой взаимосвязанности. All notions of freedom, choice, and responsibility Все понятия, касающиеся свободы, выбора и ответственности, that remain at a separatist and individualistic level которые остаются на нашем таком отдельном индивидуалистском уровне, become open to challenge. оказываются под вопросом. Instead, this view argues that these issues extend into the world in ways that cannot be isolated within the subjectively embodied confines of a single being. Поскольку все эти вопросы, которые здесь поднимаются, это вопросы, которые не могут быть каким-то образом изолированы внутри одного человеческого существа. Sartre puts this very nicely. Сартр очень хорошо говорит об этом. He writes, in willing freedom, Говорит, в желании свободы we discover that it depends entirely upon the freedom of мы others, обнаруживаем, что мы полностью зависимы от свободы другого. and that the freedom of others depends upon our own. И что свобода других зависит от нашей собственной. And similarly, he writes, И таким же образом он пишет, похожим образом. and when we say that man is responsible for himself, И когда мы говорим, что человек ответственен за самого себя, we do not mean that he is responsible only for his own individuality, мы не имеем в виду, что он отвечает только за свою собственную индивидуальность, but that he is responsible for all men. но он отвечает за всех людей. Simone de Beauvoir puts it even better. Симона де Бувуар сказала это даже лучше. She takes from the brothers Karamazov Она взяла из братьев Карамазовых and uses a phrase within that и as the start of her novel, фразу для начала своего The Blood of Others. «Кровь другого». She writes, Она пишет, or she quotes, или цитирует, each of us is responsible for everything «Каждый из нас ответственен за все, and to every human being. и за каждое человеческое существо». But perhaps even this phrase could be improved a little Но я думаю, что даже эту фразу можно еще немножечко улучшить. in keeping with the implications of this third grand theory. Если мы будем так держать в уме то, к чему нас ведет эта третья большая теория, Perhaps it can be rephrased in this way. может быть, это можно как перефразировать следующим образом. Each of us is responsible for everything Каждый из нас ответственен за все. and to every being. И перед каждым существом, перед каждым бытием. If the third grand theory has anything vital to offer us, И если в этой третьей большой теории есть что-то важное, что она нам может предложить, I think it is this. я думаю, что это это. Each of us has been gifted with being. Каждому из нас было даровано бытие. And from this gift, И из этого бытия, и из этого подарка, the demand upon us is to embrace being as a whole. появляется требование обнять, принять в себя бытие как целое. Through that unique being, Через вот это уникальное бытие, which each of us embodies and is. которое каждый из нас воплощает и которое каждый из нас есть. Thank you.
Спасибо. Будьте 15 минут на вопрос. 18 даже. Сколько? 18. Ну, замечательно. 18 minutes? Good. Я боюсь, что я занят все 18, поэтому я для начала хочу услышать коллеги, что спросят. Но у меня на все 18 минут есть вопросы. Я боюсь, даже не останется времени для ответа. Sorry. It's not a question in itself, it's just three things. He can ask the questions for меня учить. Okay. A lot of questions. These are the suggests our colleagues their questions first. У меня есть вопрос. Я хочу спросить, как Эрнесто считает, возможно ли выучить вот эту третью позицию, которая представляет третья теория взаимосвязанности, как обучающим путем выучивания как инструмент? Или это другой путь? Can you tell how is your opinion? Is this third man theory of interrelatedness, can it be held as an instrument, and can it be taken as in a way of education and learning and something like that? Or it's a different one? I think if you try to instrumentalize this theory, Я думаю, что если вы попробуете как-то инструментализировать эту теорию, you severely limit its implications. вы очень серьезно ограничите ее возможности ее применения. This is the difficulty with this third theory. И в этом состоит трудность That it теории. is ultimately something that requires an experiential quality and component. Конечно, что это что-то, что требует такого переживания на уровне опыта. And through that experience, И через вот это проживание, then the way that we relate to one another, через проживание того способа, которым мы находимся в отношениях друг с другом, the way that we relate to ourselves, тот способ, которым мы находимся в отношениях с самими собой, and the way that we relate to the world in general, и тот способ отношений, который у нас есть с миром в целом, is imbued by it. они все это оказывает влияние In a way, we become на то, expressions которым of it. мы стараемся, становимся выразителями этого. But we can see very easily. Но мы очень легко можем увидеть. It's very simple to make statements like. Это очень легко делать какие-то утверждения, высказывания вроде тех, которые делал здесь я. I am responsible for everything. Я отвечаю за все. They might sound good and Это make может us хорошо feel good. звучать, это даже может так чувствоваться очень хорошо. But equally, if they are embodied by us, Но если это принять как какие-то воплощенные в нас убеждения, those statements become the way we live. тогда эти утверждения становятся тем способом, которым мы живем. Rather than just statements that we make. В большей степени, больше гораздо, нежели те утверждения, да, So if there is a challenge for us, и если здесь есть какой-то для нас вызов, if we are really intrigued by this third theory, и если мы действительно как-то хотим быть согласными, да, с этой теорией, then I think the first step needs to be this. тогда я думаю, что первый шаг, он
такой. Examining our own lives Проверка, исследование своей собственной жизни. in terms of how we live them. В том, как мы ее проживаем. Gives expression to И даем выражение. the statements that we make about living. И какие утверждения мы делаем о проживании жизни. I suspect that Я подозреваю, as with что everything else in existential thought, все, как и все остальное вот в экзистенциальном подходе, в экзистенциальной идее, this theory points us to an enterprise of attempting эта теория, она нас тоже как бы помещает в такое предприятие попытки. rather than one of achievement. Скорее это будет попытка, нежели достижение. Does that- Question. Do you have a underpinning developmental theory under that third one? I don't, but others do. Okay, and what is it then? Well, there are interesting. Could you translate your question? Я спросила, опирается ли эта третья теория на какую-то теорию развития, раннего развития? А еще лучше на практике. Из чего? И первое, что ответил Эрнесто, то, что он этого не делает, но другие делают. There are various developmental theories that originate from explorations of how self-consciousness develops. Есть очень много теорий развития, которые берут свое начало в том, что исследуют, каким образом развивается самосознание. And the growing experimental recognition that there may be, or there is likely to be, a pre-conscious form of experience. И в общем, все больше есть таких результатов исследований, которые признают, что есть какое-то досознательное Self-consciousness. которое предшествует вот этому самосознанию. Actually, as I'm saying this, I am reminded of some work that I actually did do. И на самом деле, когда я сейчас говорю, то это мне напоминает о какой-то работе, которую я на самом деле делал когда-то. Many years ago now, Много лет назад I spent some 3 or 4 years. я, наверное, провел года 3-4, а то, может, 5 и 6 лет. Studying children of different ages. Исследуя детей в разного возраста. Because some earlier research I had done suggested that there might be some possible links to questions of telepathy. Потому что некоторые более ранние исследования, которые я делал, навели меня на мысль о том, что может быть что-то вроде телепатии. And what my research indicated was that что выявили, показали мои исследования. Very young children, up from about the age of 3, if not younger, что очень маленькие дети, где-то до 3 лет, и может быть даже младше, produce some very, very significant telepathic results in experimental они studies. действительно в каких-то экспериментальных условиях показывают очень такой высокий процент телепатических результатов. As the age of the children got higher, По мере того, как дети становятся старше, the telepathic data got less and less. вот эти процент телепатических результатов становится все меньше и меньше. Such that by the age of 8 it was purely Так chance что levels. практически в возрасте 8 лет уже это просто становится на уровне случайных. At that time I was looking at it in relation to Piagetian conceptual development. И я в то время рассматривал концепцию развития детей Пиаже. But later it occurred to me that this
these dramatic changes И дальше я увидел такие драматические изменения, might be better understood которые могут лучше пониматься, from the standpoint of self-development. может быть, с точки зрения вот этого саморазвития, The 3-year-old развития самости. still had a very open, ambiguous, plastic sense of self. Ну, то есть остается такое очень пластическое и очень как бы подвижное ощущение самости. And was therefore much more attuned to a receptivity that might be called from a relatedness standpoint. И в этом случае она оказывается гораздо более восприимчивым ко всему тому, что мы называем взаимосвязанностью. Да? As the children got older, по мере того, как дети становятся старше, the brain, mind contains itself. Такое впечатление, что вот мозг как будто бы заключает сам себя в какой-то контейнер. And therefore its openness to openness closes down. И его открытости мира становится более суженной. Напомните ему, пожалуйста, что куча вопросов. There are a lot of other questions. So, well, can I finish this one, please? Можно он закончить вот это? Да, конечно. Yes. Very brief. Sorry? Told very brief. Yeah, okay. Хорошо. So, yeah, no, I forgot. Yes. Yes, and if you think about it with regard to adult experiences of, telepathic phenomena, whatever we want to call Если мы them, будем говорить о том, каким образом взрослые переживают то, что мы можем как-то так назвать телепатическими феноменами, they tend to occur in instances where the ordinary sense of protected self они, можно как-то сказать, что они, в своем таком здравом смысле как-то защищают себя is disturbed in some way, от того, чтобы быть как-то either through anxiety or fear, потому что эти все феномены вызывают у них тревогу или страх, or by being in unusual circumstances, или они когда-то происходят с ними в каких-то необычных ситуациях, or through intoxication, может быть, в результате интоксикации, or through so-called spiritual или experience. в каком-то таком духовном Anyway, опыте. but this is just one little piece of thing Но that это came to просто my mind. такой маленький кусочек. Okay, thank you. Yes? Значит, хочу, чтобы коллега мне ответил по возможности практично. If Желательно, может быть, в терапевтическом взаимодействии между нами. If it's possible to answer the more practical, Yes, practical way, I- practical interaction. I will. Answer in practical therapeutical interaction between. Well, So is Вопрос the такой. question. do what I can. Вопрос такой. Разница в психотерапевтическом подходе экзистенциальная модель и медицинская модель. Конкретно сейчас. Я просто должна маленьким кусочком перейти, я не удержу в голове. Значит, и что на наших взаимоотношениях с ним он сейчас это показал. Why don't you listen to it as a whole and then give me a summary? So the difference in interaction in existential world and interaction in medical interaction. If it's possible to show it. Значит так, я нахожусь сейчас, значит, сначала находился, значит, в замешательстве, а потом в помешательстве. First I was a little bit confused and then I became crazy. Раньше все эти три теории у меня воспринимались очень просто семантически. Что есть самость? Самость семантически
в процессе образования этого слова синтезировалось из букв с, аз, мы. Я, мы, но потом еще с твердостью объединяющей. Значит, я представлял очень коротко, что это есть самость, и она меняется ситуацией. После того, как он сказал, сначала я замешательстве, сейчас в помешательстве, в тревоге, как он может меня сейчас успокоить, вернуть меня как минимум в прежнее состояние, мое российское, русского языка, где мне все достаточно просто и ясно. Я помогаю другим становиться самим собой. Вот. Пусть он мне по-своему сейчас тоже поможет вернуться и стать самим собой. Если можно, по-русски, значит, я был самим собой, а потом мне стало не по себе, я вышел из себя и не могу вернуться. Can I ask you, what is it that makes you feel this craziness? Что заставляет вас чувствовать себя вот в этом сумасшествии, помешательстве? Вот то, что он мог рассказать, вот об этом сказать, значит, в несколько минут, как я могу рассказывать, и как я рассказываю это своим пациентам, что вы просто вам не по себе и так далее. Вот я бы мог сказать, что такое самость. Это с, аз, церковнославянский язык, с, аз, мы. Сам я, когда я с, мы. То есть тут включается не только ты, но и он, и она, и так далее. Значит, коротко, а почему-то, оказывается, для психотерапевта вот, надо об этом разговаривать час, и цитируя всех, там, и Достоевского, и Симонова, и Хайдеггера, и Сартра, и так далее. А как мне это применить на практике? Вот я вижу блестящего человека, а тут Yes. So I was doing for Russian language, but I can understand it very quickly. I can explain my patients also. And a lot of time, a lot of words, and a lot of other orders and all philosophers say. I think the assumption that you are making. Я думаю, что те какие-то представления, которые у вас были, Is that I would waste my clients' time talking to them about these theories. That I would waste their time. что я, в общем, в каком-то смысле растратил ваше время. Вы думаете, да, что Эрнесто растрачивает время клиентов, рассказывая им все эти истории? нет, Он меня запутал. Прошу прощения, я хочу вмешаться, мы уже вмешиваемся в чужое время. Все-таки хотелось бы, чтобы было время и для коллег других, которые заявлены в программе.